Так, добрый вечер всем, кто заглянул на мой канал. Сегодня решил вечером покатать SnowRunner. Так сказать, помесить грязь. И начну я его с очень такого задания специфического, как доставка радиоактивных отходов в старой военной базе. Из базы на железнодорожную станцию. Ну, видимо, для транспортировки их куда-то далее. Карта у нас очень такая довольно-таки специфическая, так как дорог на ней практически нет. Есть направление, трудом понятное. На простых грузовиках здесь вообще делать абсолютно нечего. Приходится вот на таких монстрах катать, которые, конечно, очень проходимые, но в то же время опасно перевернуть их, потерять груз. Один я уже потерял, кстати. Не специально, так как продвигался здесь ночью по всем этим тропкам лесным. Так, грузовик я, конечно, выбрал не самый лучший вариант, потому как он очень неповоротливый. Колесная база 4. Моста постоянный полный привод. Поворачивает очень тяжело. Но кузов платформа на 4 элемента. То есть это за один раз все, что нужно, чтобы выполнить задание. Поэтому лучше как бы один раз помучиться, чтобы не катать дважды. Потому что на самом деле база эта военная находится в самом конце карты. И практически всю карту нужно будет провести этот груз. И дважды это все делать в лесу, по всем этим пробкам. Очень не хочется иногда. Поэтому хочется за один раз. Проехал, и все. И в ожидании дальше следующего задания. Ну или просто веселые покатушки подвези. Благо здесь ее просто навалом. Так, вот нас начало сносить. Опасно. Так, ну все, вроде выбираемся. Так, здесь уже немного прав... Да нет, не поровнее. Так, здесь нужно очень медленно. Здесь, по-моему, это очень глубокое место было, где можно было просто прилечь на бочок. А нам этого делать нельзя, так как груз автоматически катапультируется. А вот это место... Не спешим, не спешим. Так. Что-то я хочу срезать. Мне не нравится там. Это острый овраг. Второй раз переворачиваться с этим грузом я не хочу. Так, все. Преодолели. Двигаемся в сторону базы.
Но эта грязь нам вообще ни почем. Да, мы даже ее не замечаем. Так, отключаем полный привод. И спокойно, не спеша, в сторону железнодорожной станции. Эти камни мешают иногда. О, повредили подвеску. Ну ничего, починим. База недалеко. Так, а у нас заезд будет оттуда или отсюда? Наверное, все-таки оттуда. Тише, здесь дороги узкие. Так, ну вот наше место разгрузки. Так. Отлично. Угу, хорошо. Если у вас вдруг начнут выпадать волосы, сразу звоните мне. И что вы в них назад приклеите? Очень интересное предложение. Так. Пока мы недалеко отсюда. Нужно взглянуть, что у нас осталось из задач. Что-то мне подсказывает, что у нас вот здесь есть задание для вот этой вышки, потому что она не работает. Зоны покрытия нет. Я думаю, что нужно вернуться на базу к нам, взять какой-то внедорожник с хорошей проходимостью, съездить, посмотреть задачу, потому что по общему списку у нас ничего нет здесь. Поэтому, я думаю, надо телепортироваться, взять грузовик. Тут, конечно, близко, но сразу в гараж. Так, на стоянке у нас есть... Так, Геленваген. Не очень устойчивый. Красный топтышка. Ну, я думаю, что на нем мы не поедем. Скаут и Volkswagen. Я думаю, что, наверное, возьмем Volkswagen. Попробуем что-нибудь с ним сделать.
пешеходные, внедорожные, для бездорожья. Вот что-то не очень. Нет. Вот это в грязи отлично. Но мне как-то не очень верится, что это... Вот это, наверное, будет в грязи отлично. Ну, как минимум, они визуально выглядят лучше. Так. Значит, со шинами разобрались. Лебедку нам нужно... Потому что мы, наверное, длинноавтономно на всякий случай, потому что она хотя бы при заглушенном двигателе будет работать. Так, ставим. Так, шноркель. Длинный. Ну, конечно, длинный. Куда же мы еще на ней поедем, может быть? Так, модули кузова. Верхний багажник. Или крылья. Ну, крылья-то мне точно не нужно. Вот на багажник хоть что-то, может, поставлю. Так, запасное колесо. Или канистру. Так, топливный бак 80. Я, наверное, все-таки канистру возьму. Кто его знает. Так, дифференциал есть. Турбодвигатель 35. Но я думаю, что хватать будет. Атмосферный. О, TSI 2. А в чем? Мощность и надежность. Да, атмосферный все-таки, наверное, будет здесь лучше. Все-таки на низах. Так. Задний бампер. Стальной поставим. Крышу кабины. Прожекторы. Отлично. Передний бампер. О. Не знаю, что и выбрать. Но здесь нам нужно, наверное, исходить из того, что, может, нам что-то поярче нужно будет. Ладно, возьмем вот этот. Так, ну и цвет. Хаки. Хаки. А, ну у нас все защитного цвета. Ну, тогда, наверное... Тогда, наверное, вот этот. Все, ничего не дает. Ну ладно, тогда покидаем гараж. Так, с освещением у нас, да, я так понимаю, проблем. А где у нас? А у нас ничего не горит, только верх, она бы... О, а я еще бампер убирал. Ладно. Так. Выезжаем здесь. Тогда, наверное, по дороге и поедем. О, как его раскачивает-то. Хорошо, хоть подвеску высоко не поставил. Ну давай, Volkswagen. Дадим жару.
Опа, как обычно. Мы на что-то нарвались. Интересно, здесь можно взять какой-нибудь трактор с отвалом, чтобы почистить то, что лежит на дороге? Хорошая идея, нужно будет как-нибудь попробовать. Так сказать, отдельно поэкспериментировать. Потому что знаю, что вот трактор, который у меня есть в ангаре, он ставит, когда ставишь на него отвал, этот отвал часто очень цепляет элементы в грязи. Когда вот я помню ездил на нем в одном задании просто покататься так, и он в некоторых местах грязь пихает, то есть сколько-то можно там пропихнуть. Он, правда, сразу застревает, потому что проходимости не хватает. Но камню попробовать можно, наверное, сдвинуть с дороги. Или, возможно, нужен трактор какой-то очень мощный. Так, ну не сказать, что мы особо легко проезжаем. Периодически останавливаемся полностью. Так, а здесь бы нам не провалиться бы. Ого. Кажется, для грязи у нас избыток мощности. Так, метеостанция, но нам направо. Так, а вот и она. Обалдеть, конечно, на грибу здесь размером. Радиация уже даже до сюда дошла. Надо скорее заканчивать здесь местными заданиями и пробираться отсюда куда-нибудь подальше. Так, есть у нас какое-нибудь задание здесь? Похоже, ничего для нас нет. А что же делать? Задание нам это очень необходимо, так как оно разблокирует нам проезд на локацию карьер. А где же нам взять само это задание про эту вышку? Надо посмотреть на карту. Так, это все у нас на время. Завод. Ну, завод, понятно, локация. Что с заданием? Так, круговорот грузов. Бетонная плита на ферму. Это даже не буду делать заново, так как бетонную плиту со склада на ферму я привозил ровно 4 раза. И там их лежит, я думаю, штук 6. И эта задача мне не засчитывается никогда. Поэтому надо выполнить канал связи. Так, канал связи у нас...
За горизонт. А за горизонт? Да, вот он нам открывает. Это к радиовышке, эта задача. Значит, если мы примем, получается, что нам нужно с 3 локаций грузовиком перевозить груз. Так, это значит у нас грузовой контейнер, запущенная часть 2 и металлические балки 1. Ну, самое проблемное, скажем так, наверное, это... Да хотя нет, если отсюда с гаража на склад и со склада на вышку. Вот не хочется с завода. На заводе будет что-то одно. У нас, в принципе, есть Monster Truck с грузовой платформой. В лесу стоит брошенный около радиоактивных элементов. Мы можем его взять и на нем попытаться привезти один груз с завода. Если он поместится, это бы нам очень сильно упростило. Давайте так, наверное, и поступим. Так. Загружаемся. Просыпайся, Топтыгин. Ну, в принципе, что-то одно, я думаю, на эту платформу может и поместиться. Лишь бы это был какой-нибудь контейнер. Мост, как же я его ненавижу, из-за него пришлось, он весь груз лежит. Радиоактивный. Так, запас хода 500 Так, 500 литров. Нам, в принципе, его намного хватит. Так, если мы здесь проложим, заедем на заправку и потом тогда напрямую на завод. Обидно будет, конечно, проделать все это впустую, если не получится что-то взять отсюда. Потому как четырехосный вот этот грузовик свой большой, я не очень хочу гнать. Он едет медленно, неповоротливо. Хотя у нас есть еще один грузовик, который более поворотливый, но из-за того, что по вот этим дорогам часто ездил на вот этом грязевом монстре, в одном месте он попал в колею, которую уже наездили здесь, и после вот этого грузовика, и тот грузовик просто встал там наглухо. И выехать не смог. Ну, точнее, смог, но это очень долго было. А делать, как я говорил, туда-обратно рейс целый крайне не хочется, когда грузовик один стоит рядом. Так, мне не очень нравится так ехать на нем. Я думаю, что нужно опустить вот настолько. Да как-то он выглядит как... Не так, конечно, задние колеса непонятно где держатся. Ну, крутятся сзади там, и слава богу. Так. Ну, самое главное, что эта отметка так странно поставилась, ладно. Думаю, нужно заправить. Мало ли придется для быстроты делать задачи. Даже на этом грузовичке. Кстати, можно платформу будет в гараже поставить чуть длиннее. Я думаю, что он должен справиться с грузом. Хотя... вполне может быть, что его перевешивать будет. Так. Ну, так как мы на монстре, нам дорога не нужна.
можем проехать здесь. И посмотреть, что мы можем отсюда привезти. Так, у нас задача, значит, получается... Так, где-то у нас... Металлическая балка, одна. Запасные части, 2. Контейнер. И что у нас здесь есть? Запасные части. Блин! Он один. Только один. Обалдеть. Он большой. Ну и ладно. Что мы расстраиваться будем. Так, где у нас ближайший маршрут? Ну, самый ближайший мы проложим здесь. Ну, в принципе, мы можем до шоссе проехать, наверное, вот так вот. Территорию прямой. В общем-то, наверное, вот так вот. И уже сюда надо. Да, обидно. Ну что поделать? За это расплата. Быстро, без проблем по бездорожью. Но зато 2 раза. И, как я понимаю, длинная платформа бы меня тоже не спасла. Второй бы ящик просто не поместился. Ладно. Не будем унывать. Грязи еще здесь много. Месить, не перемесить. Катать, не перекатать. Просто уже очень как-то побыстрее хотелось на следующую локацию. Поисследовать что-то новое. Посмотреть, что там. Возможно, грузовики какие-то будут. Потому что здесь именно на болотах было всего лишь 2 грузовика. И в принципе ничего выдающегося такого, чтобы можно было на них зациклиться и протюнинговать их, как-то особо не было. Хотя, в принципе, когда есть такие моды с такими грузовиками, остается только выбирать, на чем больше душа лежит кататься. Так, а здесь есть проезд сквозной? Или я напрасно так? Ну, какие-то следы присутствия, что-то вроде бы есть. Да, есть проезд. Через него поедем. Так, а у нас здесь еще... Ну, явно какие-то задания будут. Контейнер какой-то валяется.
Ну, вот тут уже что-то основательное. В принципе, нас все равно не остановить. Блин, ну такие шины обалденно здоровые. Как же их об камень повреждает? Или может потому что мы груженые нас пробивает? Ой, ну точно без подвески вернусь. Как-то тяжеловато он идет. Может, на него двигатель можно помощнее поставить? Хотя, в принципе, он у нас для больших грузов-то не предназначен. Это у нас исследовательский аппарат. Так, аккуратней. А то еще не хватало. Что случилось-то? Не понял. Не едет. Это так не дергайся. Он все равно падает с моста. Так, нам направо. Сторожку зацепил. Разгрузить. Так, одна доставлена. Управление грузом. А что, отсюда что-то забрать можно? Я так и думал, что ничего. И у нас ничего нет. Ой, в сторожке-то кто-то есть. Хотя, судя по виду, тут бы рейсов 10 каких-то грузов надо, чтобы это тут учинили. Так. Как же нам теперь поступить, чтобы это было результативно более? Так. Возможно, грузовик оставить... Ставить грузовик этот здесь, со склада. Грузовой контейнер, балки привезти на большом. Нет, балки, скорее всего, вот здесь на складе.
Так, я думаю, нужно пересесть. Или все-таки сделать... Не, поехать, все-таки, наверное, никуда не денешься, быстренько еще один контейнер заберем. Что иначе все равно ехать, а потом уже тогда с базы телепортируемся на базу. И забираем другой грузовик. И на нем везем балки. Потому что балки мы точно на этом не увезем. Че по этому мосту еду? Я же могу и без него. Так, наверное, сейчас остановлю и сделаю видео уже тогда, когда полностью все доставлю и буду подготавливать технику для переброски ее в карьер, в другую локацию. Я думаю, что, наверное, 2 или 3. Ну поспи, ладно. 2 или 3 техники заберу сразу как-то одним ходом и все это телепортирую в карьер, потому что сейчас это будет очень долго, туда-обратно, сменой техники. Плюс еще здесь улучшения нужно будет забрать. Так что, наверное, на этом я пока прервусь. Всем пока-пока.